Недавно, листая Steam, решил зайти в категорию сложные. Ну, чисто глянуть, что там интересного. И тут вижу игру, в которую давно хотел поиграть. Зашел в комментарии почитать, что народ думает. И вот наткнулся на один коммент, и мне пришла в голову гениально тупая идея. А что если я попробую провернуть нечто абсолютно невозможное? Например, пройти хардкорную Cuphead меньше чем за 2 часа, получить все достижения, а потом еще вернуть деньги за игру. Вы просто представьте лицо разраба в этот момент. Вообще в Steam есть два главных правила возврата. Прошло меньше 14 дней с момента покупки и наиграно меньше 2 часов. Но тут есть одно небольшое но. Cuphead — это игра, которая известна своим ретро-стилем, крутой музыкой и, конечно же, адской сложностью. Ну и парой сломанных геймпадов в придачу. Всего в игре 28 достижений. Чтобы их получить, нужно пройти сюжет, победить всех боссов на ранг A, пройти все Gun and Run уровни без убийств, собрать все монеты, способности и оружие в игре, а также открыть другие достижения. Некоторые из них совсем безумны. И самое важное, нужно пройти игру, а потом пройти ее еще раз, но уже на максимальной сложности. Поэтому решаю отказаться от DLC, оставив только оригинальную игру. Так вот, я задумался, а вообще возможно ли это уложиться в 2 часа? Немного прикинул время и понял, в теории да. Покупаю. Дайте Cuphead этому долбоебу. Конечно, можно было бы использовать пак, который позволяет сразу запускать боссов на эксперте, не проходя игру на нормале. Но это будет читерством, скипом половины прохождения, поэтому паки использовать я не буду, а пройду игру именно так, как задумывали разработчики. Я совсем немного потренировался и готов. Ну что, поехали! Расскажу в 2 словах о сюжете. Знакомьтесь, чашек и кружек. Однажды братья решили отправиться в казино. Им нереально везло на ставках, и тут они решили поднять бабла и сыграть по-крупному. Но тогда братья не знали главного правила этого казино. Никогда не ставь на Нави. Но ставка уже была сделана. Ставлю душу своей матери. Ставка не прошла, и пришлось ставить свои души. Сделав ставку, пути назад уже не было. На костях 2 единицы. Отдавайте души. Крикнул дьявол. Посмотрев в глаза змеи, они упали на колени и начали молить. Мы готовы на все, чтобы отработать этот долг. Есть один способ. Вы будете выбивать долги для меня. С этими словами выкинули их на улицу. Прибежав домой, дед дает волшебный самогон и желает удачи. И наконец-то мне дают управление. Первым делом забегаю в обучение, где меня учат прыгать, стрелять и показывают, что все розовые объекты можно парировать. Также забираю первую монету. Дальше на мосту яблоко с рекламой Macintosh дает еще 3 монеты, на которые я в свинотеке, местном аналоге Ашана, покупаю первую важную способность, плюс 1 хп. Goodbye. И быстро направляюсь на первый уровень Gun and Run, который сделан в стиле лесной поляны. По пути забираю все монеты. Самые опасные противники — это мини-флауи, потому что они постоянно падают то сверху, то выбегают сбоку. Даже желуди, которые летают над тобой, не такие опасные, потому что они предсказуемые. А мини-флауи могут выбежать в любой момент. И чуть-чуть ты опоздаешь с таймингом, и они просто заспавнятся перед тобой. С помощью снаряда этого гриба буду парировать и перепрыгивать мини-босса. Хорошо. Отлично. И мне выдают первый ранг пацифиста за прохождение без убийств. Использовав короткий путь, получаю первое достижение. Тут даже умирать не пришлось. Первая ачивка. Забегаю во второй Gun and Run, в нем пробегаем через ствол дерева и поднимаемся в самый верх, уворачиваясь от дятлов и мошек. Важно двигаться быстро, потому что тайминг мошек привязан к старту уровня, и если немного замешкаться, они будут вставать прямо на пути. Заканчиваю уровень, филигранно перепрыгивая огромного шмеля, и получаю ранг пацифиста. Теперь у меня достаточно денег, чтобы купить мое первое серьезное оружие и способность. Покупаю дымовую шашку, которая мне еще пригодится, и с оружия беру дробовик и бумеранг. И теперь я готов к первому боссу, бегу готовить овощи-гриль. Для приготовления нам понадобится дробовик. Хорошо поливаем картошку залпами, кожуру не очищаем, луковицу нарезаем кольцами. Чтобы не получить урон, дышите только ртом. Морку выложите на гриль и жарьте около 15 секунд. Когда все будет почти готово, добавьте спецударов по вкусу. Не благодарите. Есть, да. После победы получаем 3 достижения и также ранг A. За победу над первым боссом, победу без получения урона и добить босса спецударом оружия. 2 брата-акробата напоминают нам про казино. Они не тяжелые, особенно благодаря тому, что спецатакой можно наносить тонну урона. Один из братьев в попытке вырубить меня с вертушки настолько сильно старается, что натурально превращается в босса вертолета.
И тут слоты крутить. В третьей стадии мне супер везет и выпадает лучший рандом – быки. После них ебашу по автомату, пока мне не отдадут долг. Ой, пока неплохо идем. Лягушки пойдет. Через две. Фух. Есть. Это главное. По пути захожу в мавзолей, где отбиваю нападение призраков. Как мне и показывали в обучении, все розовое нужно парировать. Раз, два. Есть. Вот, 20 парирований готово. Добив последнего, с урны вылетит уже иной призрак. И знакомьтесь, Миш Чаша, которая дает первую способность. В последний раз меня так штырило от дедовского самогона. Теперь при заряженных 5 тузах можно применить суперспособность для нанесения огромного урона. Бегу на следующего босса синего слайма. Буду пытаться добить его с полученной способности для получения достижения. Я запутался. И если вы не знали, что происходит со слаймами после смерти, то они превращаются в огромное надгробие, которое хочет вас убить. В этой игре, кстати, все хочет вас убить. Заливаем. Давай. Раз. Стукай. Нет. Не добил. Слишком много дэмэджа влил. К сожалению, слайм умирает раньше, чем я применил способность. Может, дракона тогда добьем или еще кого-то. Сейчас разберемся. Подбегаем к доктору и слушаем семинар. Управление самолетом за 5 секунд. И сразу вылетаю в мой первый воздушный бой. Вообще бои на самолете не супер удобны, ведь меняют уже привычную механику игры. И мне выдают способность торпеды по цене одного туза. В босса есть несколько стадий, и при переходе на каждую она пытается дать нам туза. По стадиям Хильда превращается в быка, близнецов и затем в огромную луну, которая выпускает все, что может в мою сторону. Ты думаешь, тварь, я тебя щадить буду? Так, красная насквозь. Серая остановка. Давай. Но, к сожалению, получаю ран Би. На обратном пути я еще поговорю с ней. Ладно. Там переиграем, если что. Пока бежим. Кстати, за чуваком монетка забрать не можем пока что. Проход к ней откроется, только когда я одержу победу над всеми боссами первого острова. Как и в Undertale, он только притворяется комнатным растением. Заливаем дэмэдж. Льем, давай. Первая стадия самая тяжелая. Флауи выпускает семена, с которых потом вырастают миньоны. Вот вторая стадия пошла. Для оставшихся фазы он не делает ничего опасного, только забирает у нас низ арены, оставляя 3 платформы для движения. Раз, два, 3, 4, 5. За него мы получаем сразу 2 ачивки. За прохождение первого острова и за добивание суперспособностью. Вот и все, первый остров позади. Кинг Дайс отмечает, что у меня талант выбивать долги и дает добро отправляться на второй остров. На выходе нас догоняет дед, но времени слушать его нет, скипаем. Кстати, музыка в переходе офигенная, вставлю ее в видосе позже. Попадаем в большой цирк и отправляемся на местное развлечение. Пеннивайз мило рассказывает правила безопасности, показывает, как правильно ездить на машинке. Дальше мне хотят подарить шарики, но от такого подарка я, пожалуй, откажусь. Также тут есть и другие развлечения. Катание на коне, американские горки и, конечно же, карусель. Бля. Шоклун приехал. Для этого уже я приехал. Куха моя по чуть-чуть приезжает. Выпадаю из карусели, и клоун повторяет правила безопасности.
На этот раз слушаю внимательно. Хорошо. Может, это парирование не считается, даже карту не дали. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Наконец-то последняя стадия этого Пеннивайза. Вот эти пингвины, жонглирующие мечами, это просто нечто. Спасибо разработчикам за такой приятный контент. Хотя бы локомотив тут за меня. После этих развлечений заходим в местную комнату смеха. Ничего не меняем, бежим. Парируя картой реверс, мы меняем гравитацию, что и вызывает основные проблемы. Но среди раннинг уровней, как по мне, это самый легкий. Пробегаем через первую стену нас. Пролететь без урона не получается. Дальше с помощью рывков пытаемся зарашить до конца уровня, но, к сожалению, по пути получаю несколько раз урон из-за плохого спауна мобов. И вот еще одна последняя стена, на хп больше нет. Прыжок, рывок, есть! Без смертей и убийств. Половина ачивки пацифист уже готова. Залетаю к Джину, который сразу показывает, что он думает о моей работе, и сразу же пытается показать фокус протыкания моего тела саблей. Понимая, что у него ничего не выходит, он меняет стратегию и исчезает как ниндзя, начиная использовать уже сюрикен. Быстро побеждаю нечто из саркофага, тут главное попасть по нему первыми ракетами, чтобы эти страдания не продлились дольше, чем нужно. Так, пока хорошо идет. Джин уже не знает, что делать со мной, и призывает на помощь своих миньонов, с которыми я без проблем справляюсь. И наконец-то, последняя стадия. Джин принимает свою истинную форму и призывает на помощь иллюминатов. Ебаная шляпа полетела прямо в меня. Один из которых все-таки добирается до меня. Хиджин. Будешь потом мои желания исполнять, тварь. Я уже в тильте, получаю урон на пустом месте. Еще и вторая смерть за 10 минут. На этот раз уворачиваюсь и начинается финальный бой. Я очень осторожничаю, чтобы не пришлось переигрывать уже третий раз. Ведь каждая смерть забирает пару минут, а времени и так в обрез. Хорошо. И есть победа, ранг А. Следующий на очереди пряничный домик. Он несложный босс. Королева призывает своих подсосов разобраться с нами. Самый плохой рандом — это кекс, который постоянно прыгает. И я вообще не понимаю, когда ему наносить урон. Но мне везет, и он не выпадает. А выпадает шоколадка, леденец и пуля. В начале последней стадии максимально ношу урон, пока дом еще не отрастил ноги и не отправился за моей задницей. В конце делаю по максимуму парирования, чтобы мне засчитало ранг A. Не знаю, засчитает, не засчитает. Засчитала, хорошо. Ну, знаешь, хотя бы не умираю, на том спасибо. По пути знакомлюсь с печенькой. Она предлагает устроить гонку. Соглашаемся и, как во всех играх, идем заниматься своими делами. Фух, ну что, один из самых тяжелых боссов. И вот он, убийца всех моих нервных клеток, Вуди. Самая тяжелая — это первая стадия, а именно это атака со шкарлупой. На второй стадии Вуди смещает свой хитбокс на голову, и важно попадать четко по ней. По мне надо очень много на последнюю стадию. Сюда. Чтобы не терять время с постоянными уворотами, отправляю огромную ракету в его клюв. Главное до последней стадии сохранить минимум 2 хп. Перед появлением босса я зажимаюсь в самом низу, чтобы ракеты наносили по 5-6 тиков.
Но когда меня зажимают, я сильно рискую. Пространства для маневра почти не остается. Есть! Просто не передать словами, как я рад, что закрываю его с первой попытки. О, еще чистая победа практически. После победы мне открывается путь во второй мавзолей, в котором быстро разбираемся со всеми призраками. Пока непонятно. 2 смерти есть. Может, еще могу себе 1-2 позволить. Спасаю золотую чашу еще раз и получаю вторую способность, дающую неуязвимость. Она мне еще пригодится. Забегаю в местную лавку свина и докупаю мое любимое оружие в этой игре – Чарджер. Оружие, которое нужно заряжать перед каждым выстрелом. Но целиться и наносить урон становится значительно проще. Оно понадобится мне для убийства дракона. Ну и дальше по игре я буду бегать только с ним и шотганом. Блин, я забыл эти монеты. Через шорткат отправляемся в гости к Гриму. Это нужно сделать для выполнения квеста на гонку с печенькой. Ай! Эту хрень забыл пройти. Ладно, сейчас пройдем. Сейчас вернемся. Особенность дракона в том, что нет привычного пола и нужно постоянно следить за местоположением тучек, так еще и вносить дэмэдж. Стоит только остановиться подумать, так сразу прилетает урон. Сначала он попробует насадить меня на свой огромный хвост, а затем поджечь задницу, которая и так уже полыхает. Оружие Чарджер отлично подходит для третьей стадии, где я могу попадать по боссу, не разбивая его снаряды на мелкие куски. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получаем сразу 2 достижения за прохождение второго острова и прохождение всех боссов на ранг A. Давай монету за парирование. А, точно. На этом острове мы закончили еще не все. Снаряжаем дымовую шашку, которая заменяет рывок на блин, плюс берем неуязвимость. И идем пробиваться через самый ужасный уровень Run and Gun в этой игре. Забыл сюда сбегать. В самом начале я получаю урон и моментально жму рестарт. Самый худший ган-гран. Раз, 2, 3, 4, 5. На второй заход уже получается парировать розовый шар 5 раз. Получаю достижение за 5 парирований, не касаясь земли, а также за 100 сделанных парирований. Так, кстати, хороший заход. На этих стенах используем блин, без него просто не хватило бы хп вытанковать весь урон. Ой-ой-ой, отлично. На автомате использую неуязвимость, без получения урона его невозможно пройти. Фу! Очень много жизней, тупо пофиг на это все. Могу себе позволить. И в конце перепрыгиваем огромный хот-дог. Есть. Получаем ранг пацифиста. Вот. По пути на третью локацию не забываем забрать спрятанную монету. В пропускном пункте King Dice еще раз хвалит меня за проделанную работу, и как шестерка бежит докладывать боссу про наши успехи. Добро пожаловать на третий чернильный остров, город грехов. Направляемся к ближайшему боссу, королеве Улья. Вся сложность заключается в постоянном движении вверх и стрельбе вниз, а также придется играть в игру. Пол — это лава. Я не переключился. Во время файта я понимаю, что забыл сменить чару, и у меня дымовая шашка вместо 4 хп. Значит, шансов на ошибку меньше. Круг. Пчелка показывает нам свои круги и треугольники. И вот на последней стадии она превращается в босса самолета, и начинается самый сок битвы. Какой же я хуёвый. Быстро жму рестарт и понимаю, что опять 3 хп. И опять не переключился. Ну куда? Давай, быстренько. Получаю 2 урона и решаю утопиться в лаве. Очень быстро сменяю способность на нужную. Прохожу до последней стадии и опять умираю. Ну куда? Ебаный ты стик.
И уже на 4-й попытке мне наконец-то удается довести бой до победного. 4 попытки на одном боссе, еще и получаю ранг B. В моем плане это точно выглядело лучше. Не тильтуем. Самое главное, не тильтуем. И заходим в следующий run and gun. Старт получается очень хорошим. Забираю вот тут монетку, не получаю урона. Тут 3 выстрела и монета. Раз, 2, 3. Сюда. И бежим на выход. Вот тут, кстати, можно сразу перепрыгнуть через стену, не дожидаясь, пока она опустится. Ну и в самом конце нас ждет небольшой платформер. Есть. Идем быстренько доктора Бума бахнем. Так, что у нас тут? Мне надо хп, все. Спецатака есть, все есть. Заходим, наверное, на самого сложного босса в этой игре. Доктор Бум. Выбиваем вверх, вниз и потом центр. На харде тут, конечно, ну, значительно проще. В разы. Во второй стадии используем Damage Boost. И начинается ад. Подрубаю Full Focus. На тебе проверочный. Походу смерть. Не знаю, хуй сделал. Все по новой. На этот раз делаем супер идеальный Damage Boost. И снова подрубаем максимальную концентрацию. Эта стадия длится 50 секунд. Вы только представьте. 50 секунд полной концентрации. Но это еще не самый худший босс, которого я буду убивать на самолете. Я не знаю, как мне эту тварь убивать. Братья, уже дед может отъехать. Забегаем в местную лавку и покупаем самый нужный амулет в моем прохождении. Двойное сердце, которое существенно понижает урон, но взамен дает плюс 2 здоровья. Лучше немного медленнее убить босса, чем нажать кнопку рестарт и потерять 1-2 минуты. Том и Джерри — это, наверное, самый легкий босс за счет своего огромного хитбокса, и стрелять по нему из дробовика — одно удовольствие. На второй стадии тут по бокам виднеются крышки и проколы, но собирать их лицом не рекомендую. Также на переходе в третью стадию вносим максимум дэмэджа, и третья стадия заканчивается за пару секунд. На эксперте босс будет немного плотнее, и нам дадут шанс посмотреть на третью стадию. Джек Воробей, да. И вот он, капитан Натурал, выбравший вилку. С Чарджером сражение выглядит очень простым. Нужно прыгать плюс стрелять, даже целиться не нужно. Между выстрелами корабля используем атаку плюс способность, и будто бы зависаем в воздухе. Также на этом боссе присутствует рандом. Самый лучший, на мой взгляд, это акула. Самый худший это собаки, потому что вместе с выстрелами корабля они просто не дают шанса пройти без получения урона. Осьминог он просто существует, ни рыба, ни мясо. На третьей стадии встаем в упор, прыгаем по таймингу. Когда приближается бочка, отходим немного назад. Под огромным красным лучом можно делать рывок, не получая урона. Вот мы и добрались к последнему run and gun уровню. Не критически. Крабик. Вот это, конечно, фейл. Фейл. 2 жизни потерял там, где вообще терять не должен ничего. И вот я добегаю до осьминога, по пути получаю прям очень много урона.
с правом на ошибку, как говорится. Все. Где оно? Право на ошибку. Уже никаких прав на ошибку нет. Половина позади. И, к сожалению, у меня тупо не хватает хп, чтобы пройти его. Тут много нафейлил на старте. Надо было просто ребутнуть и все. То же самое у нас. Право на одну ошибку. И вот поездка на осьминоге. Уворачиваемся как Нео от всех летящих хреней. Тут главное как можно меньше прыгать. Если ты прыгаешь, значит ты труп. Давай. Где там уже этот финиш? Дают нам ранг Пи. Пройдя через столько страданий, мы наконец-то получаем ачивку Пацифист, а также ачивку за сбор всех монет в уровнях Хан Ран. Заходим в храм и спасаем Мещашу от призраков в третий и последний раз. За прохождение мне выдают последнее умение, а вместе с ним и ачивку за изучение всех суперспособностей в игре. Итак, русалка. Первая стадия не представляет из себя что-то опасное, она просто комбинирует свои атаки. Еще и на нормале делает это очень медленно. Давай уже превращайся. Во второй стадии русалка превращается в медузу Горгону. Я много тестировал варианты битвы с ней. Оп. И лучшее, что я смог придумать, это стать лицом к лицу и рашить третью стадию. Как быстро выходить с окаменения, я так и не разобрался. И просто тыкаю все кнопки на геймпаде, пока она сама не проходит. И под конец голова отваливается и залетает в пещеру. Я приближаюсь максимально близко, и все, что нужно, уворачиваться от стенок, которые виднеются за ее затылком. В такой позиции снаряды и окаменения меня не задевают. По пути забираю монету на третьем острове и отправляюсь прямиком в театр. Устал уже нереально. Мы еще даже до половины не добрались. Бой напоминает небольшое представление, где мне рассказывают историю Салли. Она выходит замуж, рождает детей, получает от меня люлей. Воскресает, получает люлей от меня еще раз. Еще раз воскресает. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Победа. Чарльз. Кровожадный поезд, преграждающий путь. Его нужно уничтожить. Вся сложность кроется в маленьком пространстве для маневров. С помощью парирования можно двигать вагонетку по экрану. Но самая большая проблема – это летучие мыши, которые скидывают розовые кирпичи и хотят посмотреть, как я возьму босса тараном. Спасибо, конечно, но откажусь. Сами стадии не очень тяжелые. Последняя закрывается за 5 метких выстрелов с чарджера. Так, последняя стадия не супер легкая, но тяжелого в ней ничего нет. Есть 5 касаний. Получаем ранг A и достижение за прохождение острова. Дальше путь в финальную локацию Казино Дьявола. Забираем последнюю спрятанную монету. На таймере уже больше часа, нужно ускоряться. Чтобы открыть путь к дьяволу, сначала предстоит победить Кинг Дайса и его шестерок. На нем я выбираю не самый стандартный маршрут, 2-6-8. Также нужно закончить босс-раш с 3 плюс хп для получения достижения. Давай, 2. 2.
Хорошо, работаем. Первый босс. Стопка фишек. Стопку фишек легко победить чарджером. Нужно выращиваться и попадать точно в голову. И за 11 выстрелов он отправляется в небытие. 8, 9, 12. 2. Подождите. Кажись, с моим самолетом что-то не так. Все, я не могу. Я кнопку атаки отпустить не могу. Давай. Ну уже. Фу. Фух, кажись, отпустила. Это было не просто сложно, это было почти невозможно. В таком самолете бой длится 2,5 минуты, фулл концентрации. Так, я забыл, мне надо 3. Поехали. Восьмерка. Наверное, самый легкий мини-босс. Встаем четко под ним и в прыжке можем добавлять спецатак. Контактного урона он не наносит. Давай, 2. 2. Минута 0,5. 2. Хорошо, не 1. Бой с Кингдайсом. Он имеет всего одну атаку. Если нет проблем с парированием, проходится достаточно легко, но иногда можно не сориентироваться и получить дэмэдж. И вот мне выдают достижение за победу над всеми боссами казино. Но почему-то не дают за победу без получения урона. Я начинаю переживать, что что-то сломалось. Проходить босса еще раз – это терять около 6 минут времени, что недопустимо для меня. У меня будет еще одна попытка на эксперте. Как я узнал позже, из-за того, что мое хп упало до значения 2 единицы в воздушном бою, то ачивку мне уже не выдадут, даже если после этого у меня снова будет 3 плюс хп. И вот он, финал. Дьявол уже тянет свои ручонки за контрактами, и появляется выбор на 2 стула. С одной стороны, убить дьявола, с другой стороны, продать свою душу во славу сатаны. Но если мне приходится выбирать между одним и вторым, я предпочту не выбирать вовсе. Получаю достижение «Принять сделку». И затем возвращаюсь в игру, чтобы закончить на истинную концовку. Самое важное – это снарядить дробовик и способность на неуязвимость. Сосал? Нет. Первый раз, когда он бьет, очень долго это происходит. Дьявол постоянно будет гонять меня по всей арене и отвлекать, не давая возможности сосредоточиться на уроне. Так, давай свою говноатаку. Конечно. Ничего другого применить вообще не мог. Расширение территории. Гробница зла. Во второй и третьей падающие фишки не дадут возможности стоять на месте. Во время прохождения мне он всегда казался одним из самых слабых боссов. Либо из-за того, что я уже накачался, или из-за хитбокса размером в полэкрана, по которому еще попробуй промахнуться. В третьей стадии просто жму неуязвимость и наслаждаюсь концовкой. Давай. Дэмэдж. И мне выдают 2 достижения за убийство дьявола и прохождение чернильного ада на ранг A. Эндинг B. Забрать душу дьявола. Выдают достижения за прохождение всей игры на нормале. Также открываем максимальный уровень сложности. И сейчас мне предстоит обратный путь, только на сложности эксперт.
И если нормал можно сравнить с прогулкой по парку в солнечный день, и тебе кажется, что все сложное позади, то боссы на эксперте расскажут, как сильно ты ошибаешься. Они не стесняются комбинировать свои атаки, а интервал между ними становится гораздо меньше. К тому же их хп возрастает, что выключает возможность зарашить неприятные стадии. Из-за нескольких смертей время уже перевалило за час 10, и остается всего 50 минут на прохождение игры на эксперте. Сейчас даже потеря нескольких минут не даст вовремя пройти игру. По достижениям мне осталось выполнить 7 штук. Во время подготовки и съемки видео у меня сломался геймпад и начался дрифт левого стика. Я начал замечать это по ходу забега. Так как он был еще на гарантии от производителя, я написал Xbox. Геймпад сломался, почините. Спойлер, меня послали, посоветовал купить новый. Вот тебе и гарантия от производителя. Я снова выбираю путь через боссов 2.6.8, но мне нужно победить Кинг Дайса, имея 3 плюс хп. Я несколько раз жму рестарт, чтобы получить на ключевых боссах хотя бы 2 сердца. Но мне нереально везет, и выпадает сразу 3. Шанс этого крайне низкий. Это точно будет легкой прогулкой по Кинг Дайсу. По мини-боссам фишки двигаются немного быстрее. На ипподроме подарки выпадают чаще. И на 8-ке бильярдного мела становится вдвое больше. На Кингдайсе промежуток между розовыми картами увеличивается, и может быть уже по 5 плюс черных карт. И помимо парирования иногда приходится делать дополнительный рывок, что немного сбивает темп. За победу выдают 2 достижения: победить Кингдайса без потери хп и победить босса на ранг. Достичь его можно только на максимальном уровне сложности, идеально победив босса. И снова он, паровозик Чарльз. Летящие тыквы начинают спавниться в 2 раза чаще, между боссами могут успеть появиться по 3 плюс штуки. А значит, шанс случайно уехать не туда в разы выше. На скелете пытаюсь держаться между рук, даже если платформа уезжает, я остаюсь в той же позиции. Драконов побеждаю через суператаку. И на последней стадии 5 точных выстрелов заставляют Чарльза отправиться к праотцам. И получаем заветную оценку A. На театре вообще не заметил никаких изменений, поэтому просто скипну, чтобы не тратить хронометраж. Теперь в первой стадии она комбинирует одновременно по 2 атаки, и уворачиваться от них становится в разы тяжелее. На второй стадии угри спавнятся в огромном количестве. Лучший мув это раши до 3 стадии. Ну и финал остается без изменений, только длится дольше. Капитан Натурал, как будто вообще не изменился, такой же изи босс. Единственное изменение, которое я заметил, осьминог умирает не с одного, а с 2 выстрелов чарджера. Ну и 3 стадия длится дольше, но какой-то новой стратегии нет. Том и Джерри имеют все те же атаки. Крышки Нюка-Колы все так же не рекомендую подбирать. Но главное изменение – это увеличение количества хп, за счет чего каждая стадия длится дольше. И у меня получается нанести очень много урона в переходе на 3 стадию. Из-за этого Том отлетает ну прям очень быстро. Только призвав мышей, он уже отправляется в таверну. Доктор Бум. На эксперте сначала мы уничтожаем лазер. При точных попаданиях всеми мелкими снарядами его можно выбить еще до первого выстрела. Самый тяжелый босс на эксперте, он, кстати, проще. Со способности выбиваю 2 оставшихся модуля. И на сердце накапливаю побольше тузов, использую Damage Boost на голове. И наконец-то, пулевой ад. У меня единственная задача не откинуть кони, которую я успешно проваливаю. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни.
На максимальной сложности количество снарядов увеличивается вдвое. Проще набивать ульт, но уворачиваться также вдвое сложнее. Иногда снаряды вылетают так близко к стенке, что от них просто невозможно увернуться. Второе. Как же я рад оценке A, мне не придется проходить это дерьмо еще раз. Вот мы и снова встретились. У меня стало больше хп с прошлой встречи, и я обязан закрывать ее на оценку A. В первой стадии не спешу и пытаюсь набить максимум парирования для более высокой оценки. Во второй стадии она использует более короткие атаки, например, вместо 2 шаров призывает только 1. Ну и финальная стадия. А я вообще не продамажил. Кулаки неудачная стадия. Тут пила, это очень хорошо. Наконец-то, думал, не дождусь. Выдают достижения за прохождение третьего острова на ранг A. Напомню, что на втором острове мы уже получили ранг A на всех боссах. На Гриниче меняется карта, теперь тучки двигаются в сторону дракона, что значительно утяжеляет бой. Также практически со старта он начинает атаковать хвостом. Вторая и третья стадия остается без изменений. Раз, два. Повезло. Считаем выстрел, но нужно 13. 13. Есть. Наконец-то выполняем квест печеньки и получаем монету. Но тут мне кажется, что у меня должно быть больше монет. Я монету не забрал. Я не понимаю. Забегаю в свинотеку и начинаю все скупать. И действительно, мне не хватает 2 монет. И я помню, что одна должна остаться на первом острове. А также вспоминаю, что я забыл сдать квест клоуну на 4 парирования. Бегу сдавать и получаю свою награду. Потерял около 30 секунд на эту пробежку. Залетаю к Вуди, один из худших боссов на харде. Мало того, что на самолете, так босс имеет какое-то неадекватное количество здоровья. Все его стадии пахнут страданиями. Я просто покажу вам бой без лишних комментариев. Ну, хорошо, хорошо. Это будет самый тяжелый босс. Да. А мне этого босса убить, это вообще пиздец, как повезло. Пряничный домик. В целом мини-боссы становятся сильнее, но на деле я не почувствовал серьезного усложнения. Также и в последней стадии. Босс даже не старается. На Джине начинаются проблемы. На первой стадии ловлю плохой рандом с котами. Увернуться от их снарядов практически невозможно. Это хуёвый рандом. После получения первого урона принимаю решение быстро жать рестарт. Вторая попытка. Тут уже ловлю хороший рандом с саблями. И получается пройти до стадии со шляпой, с большим количеством хп. И принимаю решение перейти на секретную фазу, чтобы скипнуть Пиноккио, не люблю его. Если превратиться в маленький самолет, то Джин сразу покажет свою финальную фазу, но хп будет в 2 раза больше, плюс будет маленький Пиноккио по центру. Давай уже умирай. Две минуты 5 секунд, очень долго. Так, давай, клан Пеппи. Клоун остается почти такой же. Единственное серьезное изменение — это количество шариков на второй стадии. Их становится просто дофига. Но и в последней стадии клоун прям очень жирный. Так что лучше оставить побольше хп на него. Сейчас должен умирать. 3, 2, 1. Чё так долго умирает?
Так, оружие я поменял. И наконец-то, финишная прямая. Последний рывок, последний остров. Времени остается 15 минут. Нужно собрать последнее достижение и победить 5 боссов. Дробовик тут вообще мелких убить не может. Самым тяжелым я считаю Флауи. На эксперте он призывает просто какое-то огромное количество семян, и нужно постоянно отвлекаться на их уничтожение. Игнорировать их просто не получится. Первая стадия кажется бесконечной. Ой, блядь. Только на втором этапе можно выдохнуть и немного расслабиться. Но нужно не забывать следить за летающим мозгом. При плохом рандоме он может остаться вплоть до финала. Поехали. Поехали. Флоуи может весь забег испортить нам. Сколько жизнь. Я уже чувствую. Чувствую, он умирает. Есть, есть. Оп. Последняя монета. Получаю достижение. Теперь все монеты в игре собраны. И отправляюсь к баронессе. Обязательно нужно закрыть на ранг A. Бля. ХП у нее гораздо больше, и это чувствуется. Будем без дэмэдж буста. Также я принимаю решение не использовать damage бусты для сохранения большего количества хп и получения более высокого ранга. Каждая фаза идет дольше. Близнецы успевают выстрелить 2 раза. Точно без дэмэдж буста. Но и в финальной стадии тарелки движутся со скоростью флеша. Смерть в шаге от финала на последнем острове. Эта баронесса просто от меня не отстает и хочет напоследок полетать вместе еще раз. Блять. Ой-ой-ой, как я там проскочил. Давай, 1 на 1. Ты либо я. Вперед. Вперед. Проскочила. Есть. Да-да-да, ранг A, достижение в кармане. Сюда. Время есть. Шансов ошибиться нет. Забегаю в лавку и скупаю все, что осталось, и получаю достижение за покупку всего товара в хитрого свина. Ах ты свинка. Ах ты свинка. Слайм становится быстрее и жирнее, но все так же не вызывает особых проблем. Я понимаю, если бы их было хотя бы 2, это действительно был бы вызов. 2 босса, 1 достижение, времени на ошибку уже просто нет. Овощная банда, первый босс, которого я победил. Картошка становится очень толстой и успевает применить атаки несколько раз, ускоряясь на каждой из них. Луковица в 2 раза больше выпускает своих слез. И финальная морква. ХП позволяет тупо рашить ее до победного. Блин, не допрыгиваю, что ли? И как ни иронично, финальный босс эксперта – казино. Братья начинают атаковать одновременно, но хотя бы их атаки становятся короче. Что это было? Хорошо, хотя бы на Ашку проходить не надо. Блять, я не знаю, уже посыпался. Как же я посыпал? Пизда вам, братья цыплятки. Давай, давай, давай. Какой-то азарт уже появился. Ой-ой-ой-ой. Заливаем, заливаем. Все, 2-я стадия. На 2-й стадии добавляются ходукины, во время которых еще и сдувают ветром. Ну и конечно, последняя преграда – игровой автомат. Крутить барабан придется минимум 3 раза. Сейчас тигры могут заруинить мне все, поставить огромный красный крест на моем забеге. На первый раз мне выпадают жабы, очень хорошо. Не, мы супер пока что идем. 5 жизней в запасе. Вторая. Раз, два. Быки я люблю. Главное не тигры. Быки это не сложно. Ай. Тигры это сложно. И вот он, сладкий вкус победы. Давай, уже пора умирать. Есть. Самое последнее достижение за прохождение на эксперте. Киваем. Это было прям на грани. Еще минута, и все закончилось провалом. Но я успел, а значит еще есть время вернуть деньги.
Готов вкалывать. Хочу вернуть бабки за игру, она слишком короткая. Ты меня с кем-то путаешь. Этим джинам вообще нельзя доверять, поэтому сам подаю запрос в поддержку Steam. И спустя несколько дней мне возвращают деньги. Вот и все, я сделал это. Cuphead пройден, все достижения получены, деньги возвращены. Это было настоящее испытание. Cuphead — это игра, которая не прощает ошибок, но вместе с этим дарит невероятные эмоции. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, что еще стоит попробовать. Всем пока. Не, Пукан, на эту хуйню ты меня не забайтишь.